Так, сегодня рассмотрим партию Александр Георгиев, Айнур Шарбаков из первый тур Confederation Cup, это в Болгарии. Здесь в этой партии достаточно хороший план. Был достаточно интересный план был за белых и достаточно очень интересное окончание. Было достаточно интересно. Закончилась партия. 32-28, 17-22 бой на 21, 34-29, 7-12, 40-34, 19-23, 45-40, 14-19. Здесь ход 29-24, наверное, все-таки более такой, чтобы как-то отойти от проверенных и более стандартных дебютных рейсов, то есть как любит играть Георгиев, чтобы более запутать соперника и получить более чуть-чуть нестандартную игру. Получилось, побили на 30, бой на 19, 35-30, 5-10. Ну, здесь в этот момент, конечно, если удерживать, допустим, идею с тем, чтобы не было 10-14, 50-45, конечно, это не очень хорошая мысль была бы, потому что есть ход, во-первых, тоже запасной ход у черных есть 1-7, и во-вторых, как впоследствии показала партия, 50-я шашка, возможно, что она просто идет куда-то именно более в центр и будет играть другую функцию. То есть заранее вводить ее на 45 не стоит. 40-34, 1-7. И вот здесь вот достаточно интересный план. 30-24, бой на 25. С одной стороны стоит угроза сейчас. 25 на 30, и с этим что-то надо делать. Если ходить куда-то 13-19, возможно переход в классическую или около классическую позицию, и шашка 25 будет очень находиться на достаточно хорошей позиции. Она будет мешать развиваться именно флангу черных. И она достаточно сильная будет в отсутствии шашки 30-35. 9-14, такой достаточно логичный ход. Он то есть не дает, еще не определяет, что очень важно, что он не определяет плана черных. То есть они могут играть как классическую позицию, так и открытую позицию. 39-34 тоже такой с одной стороны выжидательный ход, с другой стороны уже начинается новая часть плана, которая была в партии. То есть, возможно, как-то не давать именно шашкам длинного фланга черных удачно развиться. Вот это уже начинается построение. Покуда нет смысла, конечно, белым на своем длинном фланге двигаться. 11-17, 44-39, 13-19. Ну, возможно, что черным все-таки как-то следовало подождать. Может, 7-11 план, может, еще даже 4-9. 13-19 уже они определились, в принципе, какую позицию, наверное, будут играть, и поэтому вот этот был сделан ход. Сейчас достаточно неожиданно, на первый взгляд, достаточно неожиданный ход 50-44. Ну вот это сущность этого хода в плане белых. То есть они хотят, чтобы не играла шашка 15, именно 15-я отсталая шашка, чтобы не выводилась. Поэтому и 50-44. С одной стороны не совсем логично, с другой стороны логика этого хода в чем? 15-20, в каком плане в смысле? Тогда 33-28 бой, 38-33, и шашка очень крепко прикована к этому полю. Ну, как понятно, что сразу этого хода, может, делать не будешь, но все-таки план этот будет этот план, и как показал ход партии, именно план с игрой на шашку 24 будет. Вот поэтому 50-44 ход был сделан. 7-11. Покуда такие выжидательная тактика. У черных белые тоже выжидают.
40, логичный очень ход 8-13, 40-35 и 2-8. 3-4-30. Ну и вот сейчас здесь черные именно пошли в соответствии с планом Георгиева. Несмотря на то, что, конечно, у Георгиева шашка на 30 уже, но план тот же. То есть давление на поле будет давление на поле 24. Это 15-20. Но здесь, конечно, может поспокойнее все-таки был ход 4-9 сделать и ждать, какой план выберут белые. Понятно, что если меняться, то возможно опять 14-19 пойти. Достаточно неплохая позиция. Если 31-26, то уже можно поставить кола на 27, потом меняться. На 49-44 возможно, в смысле 4-9, 49-44, 17-22 ход возможен. Тоже достаточно нормальная позиция. Ну, на мой взгляд, конечно, может возможно, что вот этот 15-20 он не самый сильный ход, но возможно, что черные просто видели какую-то достаточно неплохую позицию. Они, кстати, и получили неплохую позицию, поэтому они шли на свой план, поэтому нельзя сказать, что он плохой ход, но он соответствовал именно плану Георгиева. 33-28, вот он начинается этот план, и с последующим, естественно, давлением на поле 24. 20-24, 38-33, ну, и будет, естественно, перевод шашки на 34. 21-26, 39-34, бой на 31, естественно, в соответствии с планом. Потому что если побить на 32, то будет 18-23. Позиция у черных даже на первый взгляд может где-то даже в чем-то приятнее будет. Ну вот здесь вот 4-9, был в партии ход 4-9. Давайте посмотрим чуть-чуть ход Т9. Хочется мне посмотреть Т9. 4-9, возможно, с чем связан, что нет ухода именно 47-42 и 14-20. Идея 14-20. Почему 47-42 именно важен ход? Потому что есть, то есть идея такая, что нападение, допустим, будет, и когда черные будут бить, именно потом нападает 4-29, такая идея. Если какие-то другие ходы делать, то уже шашка 32, возможно, будет более подвижная. 47-42 сковывает движение шашки вот этой на 32, когда будет временная жертва. Возможно, вот этот план какой-то. Ну, допустим, мы рассмотрим Т9. Что на Т9? Допустим, идея вот эта, что мы говорим, 47-42. Возможно, что вот так вот, мне кажется, чуть-чуть у черных более логично надо было продолжать. И тогда вот идея 17-22, бой на 22. Здесь главная мысль такая, что не проходит 34-29, потому что 22-28. Перебились, и потом 10-15, естественно. И здесь, скорее всего, надо белым ходить 31-27. Ну и такая достаточно игровая позиция. Нормальная у черных. 12-17. Ну, интересно бы играли, то есть игровая обыкновенная позиция. Мне вот почему-то кажется, что все-таки на эту позицию надо было пойти черным. Хотя вот ход партии, в принципе, показывает, что черные избрали тоже неплохой план, и позиция-то была нормальная. Но вот дальше 16-21 было, 34-29, 18-22 напали. И дали большой размен 22-27. Но, в принципе, этот размен практически... Почему большой размен? С одной стороны, кажется, что он чуть-чуть нелогичный. Надо, допустим, сыграть 19-23, бой. Но опять белые ходят 47-42. И, в принципе, должно свестись все к партии, потому что идет угроза 33-28, 42-38 и 31-26. Если, допустим, на 27 шашку тоже достаточно так опасно ставить. 21-27 это тычок.
Потому что слишком много шашек черных. То есть еще, я ж не знаю, как со временем было. То есть время-то в записи в принципе не указано. Естественно, 21-26 тоже опасно, потому что 31-27 все-таки достаточно преимущество должно быть какое-то у белых. Там надо точно достаточно считать, потому что надо подстраиваться черным как-то 8-13, 12-18, допустим. Но здесь же появляются всегда ходы на 21. То есть здесь где-то не хватать, возможно, что не хватает где-то вот здесь вот шашки на 13 одной черным. Поэтому вот этот размен сразу черные дали большой размен, чтобы не было каких-то проблем определенных. Здесь так вот, если, конечно, первый взгляд, что у белых чуть-чуть позиция, конечно, получше, в связи с тем, что здесь висячая вот эта шашка, то есть белая контролирует фланг, но в принципе, когда шашки сблизились, то преимущество, собственно говоря, и не видно у белых, и план черных можно считать достаточно хорошим. 37-32. То есть на всякий случай, чтобы обезопасить себя от вторжения на 27 и контроля над пунктом как-то 27. 12-18, естественно, 34-29. Чтобы контролировать пункт 29, идет борьба как-то за пункт 23. 14-19. Здесь достаточно логично все идет. 46-41, 10-14. То есть черные избавляются от слабостей. От своих 41, 37, 8, 13, уже готов размен 18, 23, 49, 43, 11, 16, 48, 42, 18, 23, бой. Ну вот здесь вот размен такой, нужно понятно, что делать. 30, 24, бой на 34. Вот здесь, конечно, очень существенная ошибка пошла, 14-19. Надо было избрать просто простой план 9-13, 30, вроде бы 37-31, хотя 31-27 с преимуществом, все-таки 21-16 получается шашка не очень хорошо расположена. Вроде бы ставить нужно 21-27, тогда 43-38. Здесь, конечно, несколько идет вариантов. Во-первых, можно как-то 42-37, если упустить момент. 42-37 и нападать два раза, если черные как-то не успеют. Но с другой стороны 14-19, если вот это осуществлять план 42-37, 6-11, напали, бой, и потом шашка вот это успевает, конечно, на 28, это ничего не дает. Надо меняться 38-32. На всякий случай 15-20 нужно ход сделать, чтобы не двигались, не сильно хорошо себя чувствовали вот эти шашки 35-е, вольно 34-е и 33-е. Меняемся 31-27, убираем сильную шашку, это 22-ю, 3-8. Позиция чуть-чуть у белых лучше, но она, конечно, она должна быть ничейная. Но вот последовало 14-19, и здесь, конечно, очень хорошая, великолепная просто идея, которая не сразу видна. 47-41. Есть конкретно, конечно, угроза 32-27. Если на 26, то 32-27, конечно, огромные шансы на выигрыш. То есть две бортовых шашки. Очень плохая позиция. Что делать черным? Если ходить 22-27, то опять вот это вот очень неудачная шашка расположена. 32-28 и грозит 37-31. А основная идея на 27-26, вот она, может, издали, кстати, она не сильно видна, 37-31, и получается, что бьем на 4 и выиграно. Вот этот вот момент. 21-27, черные пошли, и 42-38, и просто черным не хватает защиты. 3-8. 37-32, дальше продолжалась партия 11-16, и в дальнейшем белые выиграли. То есть, еще раз обратим внимание на этот ход 47-41. Вот практически ход неудачный был ход сделан 14-19, и который решил исход партии.
Именно 14, 19, 47, 41, еще раз повторяюсь. И вот этот план, может даже, возможно, что вот этого плана где-то Айнур не заметил, 32, и вроде бы надо на 26, но издали это, конечно, может и незаметно. Возможно, что-то было другое.